Далее вопрос от Алексея и Александра из Харькова. Вы недавно говорили, что Саакашвили работал в интересах Авакова, но на Украине ничего кардинально не изменилось. Почему? Что сейчас там происходит? Сурков с Волкером мирно разговаривают, Порошенко с Климкиным выражают соболезнования, хоть какой-то прогресс, но в остальном никакой ясности. И 15 февраля 2018 года вышло интервью с грузинами, которые были на Майдане в Киеве 2014 года. Вопрос, зачем эта информация появилась именно сейчас? Какова цель появления грузинских снайперов? Интересно услышать ваше мнение. Мнение самого Александра. Информация о снайперах, связанных с Саакашвили, является ложным следом. Цель публикации интервью – увести следствие в тупик и нейтрализовать Саакашвили как инструмент для прихода к власти Авакова. Нет. Дело вот в чем. Когда мы огласили сценарий действий Авакова, привода, что Саакашвили всего лишь ширма, за которой прячется Аваков, мы тем самым высветили. А ведь в политике ничего не бывает стабильного. То есть, когда вот это стало очевидным для всех игроков, то против Авакова стали работать. И, соответственно, этому у него ничего не получилось. То, что сейчас положение на Украине, это условия, при которых ни у одной конфликтующей группировки не получилось. Не без нашей помощи мы подсветили один из таких сложных сценариев. И встал вопрос, а дальше-то что делать? А дальше нужно каким-то образом разрешать вот эту ситуацию неопределенности. То есть надо выводить ключевых игроков из игры таким образом, чтобы решить проблему Украины. И вот здесь надо понимать простую вещь. Смотрите, как вывели Саакашвили. Он в ресторане, его задержали, посадили на чартерный рейс, увезли в Польшу. Оттуда он перелетел в Голландию, и уже на следующий день у него уже были документы. Все это показывает, что Порошенко Саакашвили сделать ничего не мог. Не по зубам этот был его кадр. То есть, когда там говорят, что вот он там что-то сделал, ничего подобного. Если бы Порошенко хотел что-то сделать, то он того же Саакашвили бы присадил как коррупционера и организатора расстрела Небесной Сотни. Вот вы представляете? А вот оно оказывается как. Они внедрились. Вы видите, он до конца такой неявный агент-то был, что он даже губернатором бывал, пока мы разобрались, кто он. Как же мы могли противодействовать грузинским снайперам, что они расстреляли людей? Вот они тайно все и сделали. И был бы предъявлен козел отпущения и все прочее, если бы у Порошенко была воля над Саакашвили. Но он его пальцем не мог тронуть. Саакашвили поэтому и работал. Но весь протест Саакашвили вышел в ноль. Надо как-то красиво выходить из этой ситуации. Поэтому Саакашвили, как еще имеющую какое-то полезное действие для разрешения украинской проблемы, его вывезли в Европу для того, чтобы он из Европы вещал. А что на Украине складывается? На Украине для Порошенко складывается все очень и очень печально. Дело в том, что тут надо понимать простую вещь. Запад не может сдать этого Порошенко просто так. Если Запад сдает Порошенко и говорит, что вот все, он нелегитимный и он из себя ничего не представляет, что все это было неправильно. Мало того, что Запад дает козыри России, которая всегда на этой позиции стояла, Запад признает то, что он все это время действовал неправильно со всеми вытекающими отсюда последствиями. То есть Запад уже становится не партнером в разрешении конфликта на Украине. То есть здесь Запад как бы сам устраняется. Западу нужно сказать что? Вы посмотрите, что происходит на Украине. Там был народный протест, там были легальные выборы, там был легальный президент, но президент оказался слаб, он не смог удержать, там происходит военно-фашистский переворот, и
В результате этого военного фашистского переворота теперь, естественно, мы должны решать в новых условиях. Вот все то, как бы признается, вы там, Россия, признаете нелегитимным, мы признаем легитимным, это остается в прошлом, мы это дальше будем разговаривать. Мы решаем сейчас проблему с фашистской властью на Украине, которую надо зачистить и дальше определить нейтральный статус нового государства. Под кем это государство будет ходить. С точки зрения Европы, им этот фактор важно определить, потому что нейтральный, значит, кто-то его курирует. Это их точка зрения. Нейтральный это не означает с точки зрения Запада государство, которое не примыкает ни к тому, ни к другому союзу, а нейтральный с точки зрения Запада означает то государство, которое формально не входит в какие-то организации, но придерживается западной точки зрения. И вот они пытаются этот вопрос решить. И в этом отношении Запад работает на то, чтобы на Украине был посеян хаос и совершен государственный переворот. Отсюда проход националистических дружин, типа проходов нацистов в Германии. Отсюда погром группировки С-14, Россотрудничество и все прочее. То есть Запад хочет как бы быть, получить гешефт и при этом самому не пострадать. То есть они включили эту группировку в разряд террористических. В 2017 году она совсем недавно включена в разряд террористических. Объявили об этом. Теперь эта террористическая группировка громит российские учреждения, и у Запада, ну вы вот видите, у нас же есть о чем договариваться, мы включили их в террористические, так же давайте на этом основании находить общий язык. Но что очевидно для Порошенко? Для Порошенко очевидным является следующее. Раскручивание этой спирали приводит к тому, что Порошенко становится ненужным. Он и так уже ненужный. Он должен героически погибнуть в ходе фашистского переворота. А Порошенко это надо? Конечно, нет. Вот отсюда Порошенко хватается за телефон и срочно звонит. У вас там самолет упал. На самом деле, да плевать ему на этот самолет. Ему свою шкуру спасать надо. Он прекрасно понимает, куда раскручивают и что его вместе с семьей кончат. Никого не позволят вывести. Вот о чем идет речь. И он прекрасно понимает, что Саакашвили вывезли именно под этот сценарий, не позволив его здесь присадить. Что вывели грузинских снайперов под этот сценарий. Легализовали. Так что у него нет вообще, как любят говорить наши западные партнеры, хороших карт на руках. Отсюда у него остается только одно. Но, извините, он никто и звать его никак, он ничем не управляет, его мнение никого не интересует. И поздно он схватился за телефон.